Всем отличного дня, и вас сегодня ждет новый влог с посещением аквапарка и очень милой кофейни. И весь этот день я проведу вместе с малышкой. Что, булочка на отдыхе, в полной отключке, в полном отрубе. Я в любимой кофейне, вот здесь вот на веранде, здесь такая милая веранда. Так выглядит место. У нас кофе в любимом месте, и сейчас я пойду как раз в парк гулять. Пойду, скорее всего, в зоопарк. Вот хочется подольше немножко. Вот, а там он достаточно такой обширной территории, поэтому можно будет спокойно погулять. Если что, есть лавочки, где можно покормить. Вот, так что в моих планах на сегодня как-то так. Ну и на обратном пути, возможно, я зайду еще в одну кофейню. Вот, пока не точно, если будет хотеться кофе, она как раз тоже находится там рядышком. Вот, и кофе там тоже очень хороший. Ну а булочка пока сладенько спит. Да, вот там вот лежит. На улице очень жарко и еще печет. Вот я решила спрятать малышку под муслиновой пеленкой, сделала ей вот такое вот покрывальце. Вот. Я знаю, что должен циркулировать воздух, поэтому прям полностью закрывать я не хотела, как раз привязала к ручкам. И мне кажется, отлично, как раз как бы получилась отличная схема. Хотела еще немножко поделиться впечатлениями от коляски. На мой взгляд, это просто идеально. Вот, я очень довольна коляской. Она легко управляется. Вот, и в принципе она достаточно легкая. В плане движения она легко управляемая. С ней очень комфортно гулять. Вот, в моих как бы каких-то представлениях, наверное, идеальная коляска выглядела бы именно так. Вот, по крайней мере, я получаю прям вот удовольствие от прогулок с малышом. В плане движения колеса очень хорошо едут. Вот, и мне нравится, что она так легко разбирается, собирается, в общем, это очень комфортно. Сегодня тут очень много людей. Мы все никак не успеваем обойти именно другую часть зоопарка, поэтому, возможно, сегодня это сделаю я. Здесь вот такой вот прудик, и мы все время не доходим до правой части. Это, собственно, вот куда-то туда. Там тоже что-то есть, и вот ее мы так пока что и не видели. Вот, а левую и дальнюю часть как раз парка мы уже обходили. Вот, посмотрим, в общем, что в той части. Булочка пока лежит. Вроде ей там неплохо. В парке есть всякие скульптуры. Вот, например, одна из них. Вот эта часть закрыта, не знаю, что там, непонятно. Я, кстати, не смотрела, сколько градусов, но жара просто ужаснейшая. Я вся просто мокрая уже. Ну что ж, я так поняла, что если верить программе, то 31 градус. Вот, пожалуй, это пока что рекорд у нас. Вот это мороженое мы уже пробовали. Я так понимаю, что его можно здесь где-нибудь тоже купить. Еще вот такая вот часть. Там, я так понимаю, блинчики. Те самые, как раз, что мы пробовали уже. Мне все хотелось узнать, что в этом павильончике, что у нас издалека виднеется. Кого я тут встретила? Ням-ням-ням. Так вот просто по дорожке разгуливают. Сидят, кушают, чешутся.
Павильоне нас ждут такие вот, я так понимаю, выдры какие-то. Гаргантилла. Нужно будет перевести. Но к ним очень большая очередь, они там плавают. Видна часть, как раз, которая находится под водой. Вот. И я туда с коляской просто-напросто не спущу, потому что вон там вот виднеется куча людей. Это нереально. Ну, что-то ничего не видно. Там вдалеке виднеется слон. Сейчас попробуем дойти до него. Вот до слона мы, кстати, не доходили, не видели его. Уточки, смотрите, какие милые, чистенькие. В таком вот прудике. Вот, возможно, она все-таки с другой стороны. Где-то здесь, вот в зарослях. Пробуем разглядеть. Вдруг. Жарко настолько, что я бы даже не прочь окунуться в фонтан. Нам крайне жарко. Мы сейчас вот в зоопарке. Так вот он выглядит. Я нашла скамейку, где так достаточно тихо, тенечек. Вот, немножко сидим. Нашим лопатулькам тоже очень жарко. Ну что, я нашла местечко в тенечке, где достаточно тихо, не так много людей. Вот, и мы пытаемся немножко спастись от жары, потому что очень жарко. Вот, я пыталась... В общем, я решила ее немножко раскрыть, чтобы она чуть-чуть тоже подышала. Вот, лежит. Пока что еще спит. Вот, посмотрим, как долго это будет продолжаться. Вот, ну и я пока еще тоже в начале зоопарка, потом пойду еще, в общем, погуляю ближе к концу. Не знаю, наверное, нужно будет покормиться до этого, чтобы она тоже была спокойна, потому что, ну, как бы уже будет тоже по времени тоже пора. Вот, и она должна тоже, наверное, скоро проснуться, посмотрим. Пока как-то так вот. А так в тенечке очень хорошо, на лавочке. Здесь их много, вот поэтому классно. А так вообще я бы, конечно, сейчас мечтала оказаться где-нибудь в бассейне, потому что не помню, что было вообще, в принципе, так жарко. Вот, походу, сегодня один из самых таких жарких дней. О, походу, все, пора кормиться. Вот малыш просыпается. Начинается буйство. Хотя вот немножко успокоилась, но я думаю, что это ненадолго. О, скоро. Уже скоро. Но купаться мне в любом случае пока что не светит. Это еще нельзя. Вот. И так что меня ждет максимум этот душ. Вот, но тоже неплохо. А так, конечно, мне кажется, один из самых жарких дней вообще за ближайшее время, учитывая, что мы здесь уже, ну, как бы 3 месяца точно, да, получается? Да, мне кажется, мы ровно 3 месяца находимся сейчас в Буэнос-Айресе. Вот, и, конечно, вот сегодняшний день это 31 градус. Вот, пока что не было, по-моему, в плане погоды за 3 месяца, чтобы было настолько жарко. Не представляю, что будет. Я так понимаю, что, ну, насколько нам рассказывали, должно подниматься вообще до 40. Вот, не знаю, что будет вообще в 40, как это пережить. Вот, посмотрим. Но в любом случае, здесь как-то это еще более-менее легко переносится, потому что в Таиланде ты просто становился моментально за пару минут мокрым. Вот, во Вьетнаме вообще у меня просто ужасно пекло голову. Вот, поэтому здесь, в принципе, мне достаточно комфортно вообще находиться. Вот для меня здесь достаточно комфортный климат, минус только, вот, наверное, влажность. Вот это здесь она как-то тяжело влияет именно на организм. Хотя азиатские страны тоже есть тропические с влажностью. Вот, не понимаю, почему-то там мне было как-то в этом плане легче переносилось, а здесь именно как-то на дыхание по-другому влияет. Вот, не знаю, от чего это зависит. А так вот этот парк у нас тоже находится рядышком, вместе с ботаническим. Ботанический я, конечно, люблю, но он такой маленький, вот, но очень уютный. Здесь он побольше, вот поэтому, если хочется погулять, ну, подольше, как-то время провести, здесь, конечно, комфортнее. Так. Я еще немножко переживаю относительно того, как одевать малышку, потому что мне кажется, что даже так ей все равно жарко. Вот, как бы она не перегревалась, вот, не знаю, что придумать, за голышом же тоже не очень, наверное, на прогулке. Вот, а так, ей, конечно, видно, что она такая, типа, вся
разнеженная. Вот, не знаю, нормально или нет, просто в бодике. Вот, или нужно, наверное, поискать, может быть, что-то полегче. У меня есть несколько нарядов из муслина для нее, но они ей будут сейчас еще великоваты. В общем, мы уже успели поменять подгузник, покормиться. Вот, и, если честно, не представляю, как это... Я представляю, но для меня все еще это неловко делать, ну, как бы, где-либо, несподручно. И помните, я говорила, что, может быть, мне вкладыши не пригодятся, вот, но нет. В общем, я все, как обычно, углазывалась, не представляю пока что, как делать это так, чтобы, в общем, молоко оставалось там, где как бы нужно, учитывая еще, что вот этот вот едок не всегда как бы сразу приступает. В общем, есть свои сложности. В общем, пока что я вся в молоке, как обычно. Но зато мы теперь хоть и красненькие от жары, но чистенькие, покормленные. Вот, надеюсь, что кричать не будем в ближайшее время. Ну что, нам не хватило одной порции. Кошмар, мы никак не могли уйти. Пришлось кормить, мне кажется, сотню тысяч раз еще, чтобы она успокоилась. Вроде как она начинает засыпать. Вот, но это пока еще не точно. Смотрите, кстати, кто у нас здесь. Булочка и кофебарки. Вон сколько их здесь. Входит. Рыбки в таких зарослях. Я наконец-то дошла до части, в которой мы уже были. В прошлый раз мы как раз ее прошли, хотя мы ее не ходили вообще в первый раз. То есть, как бы, это, наверное, третий раз, когда я в этом парке. Вот. Так что сейчас я почти, по-моему, все обошла. Неужели стало прохладнее, мы вышли из парка? Просто кошмар. Обожаю такие карусели, они меня всегда вызывают желание впасть в детство и покататься. Что, хочу зайти в кофейню, посмотрим, возьму с собой или все-таки посижу там. Будет зависеть, наверное, от нее, насколько она еще будет спать. Вот, а так хочу еще кофеек. Хотя она, по-моему, там зевает, уже лежит. Посмотрим еще. И какую-нибудь пироженку вкусненькую. Вот кофейня, в принципе, там вкусный кофе. Что я взяла себе капучино. Вот, в этом кафе. Очень вкусные они обычно делают. И взяла себе вот, собственно, вот в пакетике булочку с корицей. Вот, булочку с корицей я очень люблю. Посмотрим, какая она здесь. Вот. К слову, помните, как было солнечно и то, как сейчас. Я так думаю, что пойдет дождик. Вот, так что нужно торопиться домой. Если успею до дождя, то зайду как раз еще в овощную лавку. Вот, если малышка тоже не проснется. В общем, это отсюда недалеко, но осталось только дойти, и чтобы внезапно не начался дождь. Вот, так что посмотрим. Но, по идее, пока что только вот потемнело, только нахмурилось, вот, есть шанс. Ну что, мы чуть-чуть не доехали, у нас случился казус. Ну что ж, могу сказать, что у нас вот эти хаггисы проверку не прошли, потому что они у нас постоянно протекают. Стоит ей как бы сходить по-большому, так все, типа, вот я уже, наверное, показывала вам этот казус. Вот, эти хаггисы у нас, в общем, не работают. По крайней мере, типа, если какая-то маленькая кучка, да, но у нас чаще всего бывает что-то огромное. И в данном случае они у нас не пашут. Вот так вот они выглядят. Будь здоров, сладкий. Такие вот винни-пухи, но вот они протекают. У них вот здесь в бортике.
есть. И они постоянно как раз вот, в общем, все желтые, вот все протекает. Вот эти задачи справлялись, но они у нас нам пока большие совсем, вот поэтому мы их не одеваем, потому что смысла как бы нет, потому что они велики. Так что если мы еще останемся в этом размере, попробуем другие какие-нибудь еще. В общем, мы дома. Короче, я ей поменяла памперс, все постирала. И как вы думаете, что могло еще произойти? Конечно же, новая кучка. Вот, так что я, мне кажется, просто делаю все по кругу. Если честно, я не представляю, как все успевать, потому что вот я только все как бы, да, сделала, вроде бы убрала, а нужно как бы делать все по новой. Это еще учитывая, что я не разобрала вообще овощи и фрукты, которые нужно как бы убрать в холодильник. Я еще не поставила ужин. Вот как бы тоже там нужно время, чтобы все приготовилось. Я просто занимаюсь тем, что либо убираю какахи, либо кормлю. Вот. Больше я пока что ничего не успеваю. Но самое главное, я ей поменяла памперс. Она порадовалась буквально, наверное, минуту или две, что она типа чистенькая. Я думала оставить ее как раз поголопопить, вот, но нет. Она решила, что ей нужно покушать. Вот, мы покушали, я ее положила в кокон, типа она немножко как раз отдохнула, там тоже буквально, наверное, минут 5, я как раз за эти 5 минут успела постирать пеленку, успела постирать, у нас здесь 2 таких бодика, один как раз ночной, один, в котором она гуляла. Вот, они тоже испачкались, я их успела постирать. Вот, не успела еще постирать свою одежду, которая тоже успела, как бы, случайным образом тоже пострадать. Вот, и она пока что лежит просто в ванной. И этот ребенок просто какой-то злодей. Просто какая-то королева, как я бы так назвала. Я, конечно, пытаюсь все как-то организовать, чтобы все успевать, чтобы со всем справляться, но пока что это сложно дается, потому что возникает куча каких-то непредвиденных обстоятельств, случайных, вот как вот, например, сейчас. И приходится как-то тоже выкручиваться, придумывать, что сделать, чтобы не затягивался какой-то процесс. Вот. Не знаю, как вы, мамы, справляетесь. Вот, но я так понимаю, что нам пока что буквально неделька. Вот, может быть, потом все наладится, станет как-то полегче. Вот. Ну, кстати говоря, у нас сегодняшний день мы хорошо спали. Вот удивительно, но у нас ночь была не такой тяжелой, как обычно. Я бы сказала, что я даже реально больше, наверное, поспала, чем за все время. И так что это, можно сказать, праздник. Не знаю, как сегодняшняя ночь у нас пойдет, так же хорошо или нет, вот, но посмотрим, я потом отпишусь. Вот. Но очень радостно было, что сегодня все удалось. Причем она даже как-то, да, не капризничала, она спокойно вообще уснула. Причем даже первый раз она уснула вообще без груди, просто типа сама отрубилась. Вот я ей как раз поменяла памперс, положила, и она спокойно сама уснула. Вот. Это прям вот на редкость. Еще я, кстати, поняла, что я сегодня без еды. Да, у меня обычно еда еще есть в середине дня. Вот, сегодня я, походу, не успела, потому что, во-первых, мы никак не могли выбраться из парка долго. В середине дня это был кофе и вода. Вот, нужно будет брать, наверное, с собой что-то, может быть, какие-то батончики в коляску, вот, чтобы как-то тоже выкрутиться, если вдруг так по-затяжному получается, что даже я из парка не могу выбраться в какое-нибудь кафе, чтобы что-то тоже перехватить. В общем, нужно будет продумать этот вопрос. Угу. У нас, конечно, прям вот такой вот срач. Вот, это учитывая то, что я еще немножко разобрала все. Вот. Там сейчас в коляске лежит моя булочка с корицей, я о ней уже мечтаю, хотя пора уже время ужинать, вот пора ставить ужин. Вот, я, наверное, поставлю и как раз, если, конечно, будет такая возможность, попробую съесть булочку, насладиться ей. Я вообще очень люблю булочки с корицей, вот, надеюсь, что это вкусное. Если так, то, наверное, буду брать постоянно в этом как бы кафе, особенно если гулять в этом парке. А кто отключился, кто сладкой булочкой наконец-то вырубился. Вот, я надеюсь, что сейчас у меня будет возможность поделать какие-то дела, пока малышка спит. Вот, но спит она, конечно, всегда сладко, и когда вот она вырубается, это хороший знак, потому что есть шанс что-то успеть. Вот, а так мне всегда нравится наблюдать за ее сном, она так мило всегда лежит. Вот, оставлю ее здесь как раз в коконе. Вот, и попробую немножко все разобрать. Вот, но она такая вот ми-ми-ми. Вот так выглядит наш запас чаев. Вот, мне очень нравится как раз вот этот Earl Grey.
Я его отдельно как раз купила. Кстати говоря, он продается, ну, вот именно отдельной упаковкой, только чисто именно в большом джамбо, в маленьких, вот обычно вот такой вот набор. В диско, кстати говоря, тоже такой вот набор. И я взяла попробовать еще вот новый чаек, еще пока не начинала. Вот такая вот упаковка. Там прям вот ассорти вкусов, хочу попробовать все. Может быть, мне прям понравится и тоже буду брать еще. Вот, но пока что вот из всех таких вот, кстати говоря, у нас была еще Патагония, по-моему, с клюквой и ванилью. Вот тоже неплохая. Вот, мне она нравится больше, чем с клубикой. И там у Патагонии еще много разных тоже вариаций. Нужно будет тоже попробовать как-нибудь взять. Вот, мятный мне не очень понравился. А ромашковый еще пока не пробовала. Вот, хочу попробовать пока что ассорти, и как раз буду выбирать вкус. Что ж, попробуем вот этот. Здесь он должен быть какой-то со специями, вот, с имбирем, кардамоном, я так понимаю. Кстати, я вот только достала пакетики, уже чувствуется аромат. Очень вкусно пахнет. Посмотрим, также ли это классно на вкус будет. Что я постирала свои шорты. Футболку я пока что застирала, потому что сразу с первого раза, она еще светлая, типа с первого раза пока что не отстирывается. Но я надеюсь, что пятновыводитель должен справиться. Вот, я сделала себе чай, сейчас буду как раз пить вместе с булочкой, очень хочу. Вот это будет моя награда за все, что я сегодня сделала. Ну что, моя награда, булочка с корицей, сейчас будем пробовать. Надеюсь, что она вкусная, потому что в Москве тоже не все булочки с корицей вкусные, вот, но я их очень люблю, я знаю, где как бы найти ту самую, прям вот, которая меня порадует. Вот, надеюсь, что здесь тоже, в общем, я, может быть, нашла это самое место. Вот. Чай, кстати говоря, вроде неплохо заварился. По крайней мере, аромат, который вот был как раз в чайном пакетике, он прям чувствуется так достаточно приятно. По крайней мере, по аромату сейчас. Ну, он, наверное, все-таки больше такой ненасыщенный, а у него такой легкий вкус. Чувствуется, что он зеленый. Чувствуется немножко как раз имбиря. Остальных каких-то специй я прям не ощущаю. Мне кажется, они больше здесь как раз для аромата. В плане вкуса, ну хотя нет, ладно, кардамон, наверное, тоже все-таки чуть-чуть чувствуется. То есть как бы здесь именно нотки специй, они не сильные, а такие более легкие. Вот. И сам зеленый чай, он тоже не терпкий такой, да, вот, а такой, мне кажется, такой более лайтовой версии. Вот. В принципе, приятный, но, наверное, это не будет моим любимым чаем. Вот, пока что мне все-таки из всех вот чаев, что я здесь пробовала, Earl Grey как раз больше всего нравится. Мне, если честно, прям не терпится. Выглядит она, конечно, очень аппетитно. Мне кажется, да. И пахнет тоже классно, и вроде она такая мягенькая. Знаете, прикольно. Это, конечно, не синнабон и не классическая какая-то булочка с корицей. Это скорее такая, мне кажется, смесь. Здесь вот именно от синнабона эту булочку с корицей отличает крем. Потому что крем здесь не такой, наверное... Сейчас давайте еще раз попробую. Если, наверное, в синнабоне он больше все-таки как крем, здесь, наверное, все-таки больше как творожок, мне кажется, вот именно вкус. Вот, но, кстати говоря, очень вкусная и приближена именно к синнабону. И она такая мягкая, ароматная. Мне нравится, что здесь есть еще орешки. Орешки прям вот в тему здесь. Ну, кстати, мне кажется, что она сладкая, но не приторная за счет как раз вот этого крема. Мне нравится, я думаю, что с кофе как раз вот взять в этом месте булочку. Эту я вполне себе могу, потому что мы у них пробовали еще печеньки. Вот, печеньки были тоже интересные, но, наверное, они меня не так сильно цепанули, хотя там была очень вкусная одна. Я потом, если найду, что именно мы заказывали, как раз тоже приложу. Вот, но булочка с корицей мне пока что больше всего, наверное, у них нравится. Вот буду как раз, наверное, ее брать. Хотя, ну, стоит еще попробовать другие вещи. А моя сладкая булочка сейчас спит. Кстати говоря, самое забавное, что я только сегодня думала о том, что как мне повезло, что все вещи чистые, что не нужно ничего стирать. Это, походу, была ошибка. Вот я еще радовалась, что типа, еще думала, зачем мне столько пеленок все-таки, зачем я их столько купила, хотя они у меня, в принципе, не так расходуются, да? Угу.
В общем, сегодня, мне кажется, я поняла от и до, зачем мне все это было нужно. Опять не успела поснять, он так сейчас улыбалась ангелком маленьким. Может, еще улыбнется. Вот это мой маленький сладенький гномик. У него такой сладкий кулачок. Нарезала себе дыни, сейчас буду радоваться. Дома тоже достаточно жарко и влажно, но наш день потихоньку подошел к концу, и мы поэтому укладываемся спать. Надеюсь, вам приятно было гулять вместе со мной и понравился влог. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!